Покер – игра на деньги, а деньги – это совсем не то, с потерей чего человек морально готов мириться. Мы приходим за стол не для того, чтобы проиграть, мы хотим побеждать. Приятно ставить оппонента в непростое положение, особенно зная, что наша рука – абсолютный нац. И совсем другое дело, когда перед нелегким выбором оказываемся мы сами. В новом выпуске рубрики «Call или Pass» мы посмотрим, как с такими ситуациями справляются известные покеристы. Подписывайтесь на Академию Покера, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Отправляемся в такое знакомое нам казино Hustler. Самый звездный из участников сегодняшней сессии – Даг Полк, один из сильнейших хедзаперов своей эпохи, основатель обучающего проекта Upswing Poker и просто удивительно жизнерадостный и харизматичный персонаж. В интересующей нас раздаче ему противостоит Генри Гатман. В жизни обычный финансист, поэтому мы вроде как не можем назвать его профессиональным покеристом. Но за 1000 часов в трансляциях Hustler он в плюсе более чем на $2 миллиона, так что это совсем не фиш. Конечно, это не специалист по ГТО, но для любителя у него неплохие знания о покерных механиках. Итак, на префлопе Полк опенрейзит на кат-оффе против Страдла до $5000 с тузом и валетом. На баттоне его трибетит Гатман с неизвестной рукой. Все сбрасывают, Даг уравнивает. На флопе банк более $26 000, при этом что эффективные стеки 118 000. На доске король, десятка и шестерка. Довольно сухой борт в моменте из-за удаленных друг от друга номиналов, но у обоих участников в диапазонах полно флеш-дро, стрит-дро и гадшотов. Собственно, сама доска отлично подходит агрессору Генри, а у Полка гадшот. Гатман ставит 8000. Это треть пота, почти безальтернативный сайзинг на такой доске. Полк без позиции, и ему явно не нравится. Отбиваться коулдаунами не в его стиле. Хотя борт не предполагает много чекрейзов, их здесь просто слишком сложно балансировать. Он переставляет почти в 3 раза. Но Генри не сдается, как бы говоря, «У меня что-то есть, и я не верю, что это что-то хуже, чем у тебя, Даг». Туз на терне, и у Полка уже топ-пара. Только вот в спектре Генри немало и топ-пар посильнее, не говоря уже о сетах, доперах и стритах. Но главное, туз червей закрывает возможные флеши, которых много у обоих. Генри мог бы с ними калировать в позиции, Полк полублефовать. Но не забываем, что в живом кэше Хаслера диапазоны намного лузовее, чем в онлайн-румах. Да и Полк, как мастер хедзапа, умеет распоряжаться всеми руками на всех текстурах. Даг чекает. Ему и незачем донкать. У него классный блеф-кетчер. Но и Гатман неожиданно чекает следом. Ривер. 8 не в масть. Но и не совсем бланк. Возможны стриты по 9-7. Положение Полка не меняется, поэтому он чекает. И вот Генри заряжает 55 000. Итак, что делать Дагу? Call или пас? Пишите в комментариях. На самом деле, Полку намного проще было бы принять решение, если бы соперник поставил меньше или наоборот намного больше. В минбете было бы много доборных средних рук, которые проигрывают его топ-паре с кикером-валетом. В овербете много блефов. Почему проще было бы уравнять овербет? Ответ прост. Блокер на стриты. Тот же валет блокирует множество натсов, которые сейчас у Генри полностью состоят из стритов и доперов. Флеши и сеты чаще всего ставились бы на терне. Конечно же, Даг за десятилетия карьеры прекрасно ориентируется в блокерах и готов калировать. Но он любит шоу, поэтому предлагает добавить рандомайзер в лице Марианна Грандоли. Он шафлит свои карты и подставляет их аргентинцу, говоря, если он перевернет верхнюю и там валет, это кол. И да, там валет и это кол. Полк выигрывает раздачу, так как у Генри блеф с валетом и девяткой. Очень неплохой, стоит сказать, блеф сразу с 2 блокерами к стритам. Поэтому следует признать, что в этой раздаче финансисту просто не повезло. Упрямый соперник получил в руки топ-пару с блокером и просто не имел права выбросить свою руку. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Двигаемся дальше, хоть и остаемся в казино Hustler. И наблюдаем не за кем-нибудь, а за самим основателем шоу в этом заведении, Райаном Фельдманом.
Это опытнейший игрок, но профессионалом его не назовешь. Он слишком сосредоточен на функционерской деятельности, чтобы заниматься покерной теорией. А вот насчет его соперника нельзя сделать однозначное заключение. Фонг Нгуен по прозвищу Турбо некогда точно был профи, но всегда с отвращением смотрел на ГТО-инструменты, предпочитая хитрость и психологические игры. Стоит ли говорить, что с таким подходом он безнадежно отстал от нового поколения регуляров? Но его душевный агрессивный покер нравится и зрителям, и соперникам, поэтому его всегда рады видеть в покерных шоу. Итак, Фельдман с неизвестной рукой на кат-оффе рейзит против Страдла Марианна. У Турбо карманные девятки. Он мог бы и переставить, но решил играть пассивно. Марианна также считает свой валет 2 достойной продолжения рукой и калирует. На флопе Нгуен сходу попадает в сет. Конечно, борт не самый приятный, 3 близких номинала. Тут у соперников возможны и прямые стриты, и многочисленные дро, но в широких диапазонах сет очень сильная рука. Турбо делает крупный донг-бет в $5000. Фиш, скажет кто-то, но будет категорически неправ. Да, по дефолту донг-бет — спорное действие в большинстве ситуаций, но здесь у нас мультипот, а это идеальный момент для перехвата инициативы. Если бы он выбрал чек-рейз, он, во-первых, выбивал бы слишком много рук соперников, а этого он делать не хочет. Во-вторых, он не желает увидеть 2 чека на опасной текстуре. А ставкой он собирает value с огромного числа рук слабее и дро. Так что браво, Турбо. Фельдман — кол, остальные пас. Терн — бланк. Турбо ставит и снова крупно — $15000. Но снова Райан калирует. Ривер — шестерка. И очень неприятная шестерка трифовой масти, которая закрывает возможные флеши. Стоит ли говорить, что таких рук у Коллера в позиции немало? Кстати, многие любители часто в таких ситуациях допускают грубую ошибку и чекают в расчете на то, что будут блеф-кетчить ставку оппонента. Но Турбо снова доказывает, что при всей его ненависти к ГТО, логика у него железная. Он выбирает единственно правильную опцию — блок-бет. Так он добирается средних рук противника, не отдавая инициативу, и теряет меньше, если решит выбросить на рейс. Но не тут-то было. Фельдман пушит на $88 тысяч. Неприятно. Так что же делать ветерану? Кол или пас? Пишите в комментариях. Это действительно непростая ситуация. И решение сильно зависит от стиля соперника. Да и от склонностей самого игрока тоже. У оппонента много стритов, флешей, да и сеты старше у него есть, хоть с последними он запушит редко. Но может ли Фельдман блефовать? Конечно, он это умеет и любит делать. Турбо об этом знает. Зрители это знают, другие участники это знают. И еще все перечисленные знают, что сам Нгуен — отчаянный телефон. Так что это в своем роде игры разума. Я думаю, что соперник думает, что я думаю, и так далее. Но длятся эти игры недолго. Телефонистская сущность Турбо быстро берет верх, и он калирует и выигрывает огромный банк. У Райана туз 10, причем десятка трифовая. Просто идеальная рука для блефа. В теории. А на практике, даже у агрессивного лага, должно работать правило «никогда не блефуй в телефона». Видимо, Фельдман нашел свою руку уж слишком красивой, чтобы просто выбросить, и смирился с потерей еще до того, как объявил рейс. Покерная математика. Главное, что нужно знать о формулах покера. Об этом мы рассказали в другом видео. Смотрите его следующим. За окном июнь, а значит, в жаркой пустыне Мохаве собрались десятки тысяч любителей и профессионалов покера в надежде заполучить заветный браслет мировой серии. Присмотримся к чемпионату по хедзапу, одному из самых престижных турниров в СОП. На стадии четвертьфинала в дуэли сошлись Алекс Фоксен и Томас Буавен. Оба считаются звездными игроками и давно соревнуются на самых высоких ставках, так что слишком вдаваться в их описании нет смысла. Итак, Алекс открывается с неизвестной рукой. Томас калирует с одномастными валетом и семеркой. Раздача проходит на старте дуэли в очень глубоких стеках, поэтому open raise американца мало о чем говорит. Если в коротких стеках малый блайнд чаще действует лимпом, то в глубоких именно повышением. Так что в диапазоне Фоксена есть почти все руки. Флоп. И бельгиец получает флеш-дро с гадшотом. Классная рука в хедзапе, да и Коллеру она в теории подходит лучше, чем агрессору. Донг-бет на такой текстуре вполне уместен. Да, здесь нет мультипота, но в хедзапе на многих досках прием используется часто. Но Буавен чекает, явно готовясь к чекрейзу. Однако хитрый Алекс не дает ему такую возможность и чекает следом. Терн, семерка. Грустная карта для Томаса. Да, у него топ-пара, то есть неплохое value.
Ну, теперь у соперника запросто могут быть стриты, да и сеты с доперами никто не отменял. Но не со всеми такими руками Фоксен ставил бы на флопе. Но деваться некуда. Нужно защищать value. Бельгиец ставит полпота и тут же получает рейс. Нет, вопрос о коле или пасе пока не стоит. У американца миллионы блефов, а у Томаса, кроме топ-пары, еще и флеш-дро. Такое не выбрасывается. Кол, ривер и дро закрываются. Только не у Буавена возможные флеши по бубновым рукам. Но кроме этого на доске еще и общий стрит. Алекс ставит овербет в 1,5 банка. А вот теперь кол или пас? Пишите в комментариях. Начнем с того, что оба соперника профи с топовым уровнем покерного мышления и прекрасным пониманием оптимальной стратегии. Оба мыслят диапазонами, оба прекрасно ориентируются в концепции блокеров, оба умеют как блефовать, так и ловить блефы. Вопрос первый. Может ли Алекс блефовать? Безусловно. Это суперагрессивный регуляр, который ищет любую возможность атаковать противника. Но делает это с умом, всегда продумывая, какие сильные комбинации он балансирует своими блефами и какие руки блокируют оппоненту своими картами. Вопрос второй. Достаточно ли общего стрита для того, чтобы уравнять овербет против блефующего соперника? А вот отвечая на него, многие любители делают логическую ошибку. Вроде бы интуитивно против лага хочется калировать любые ставки и рейзы с минимальным шоудаун value. Но нужно понимать, что это в лучшем случае дележка, в худшем — поражение в крупном банке. Так что нет, даже если Фоксен блефует, стоит подождать руку сильнее, чтобы это проверить. И Томас спокойно сбрасывает и отдает сопернику банк, который можно было поделить. Алекс действительно блефовал с разномастными 10-9, изображая 9-8. То есть стрит. Да и карта в масть к флешам у него есть, что делает блеф еще убедительнее. Отличный блеф с отличным блокером и отличный фолд от бельгийца. Что тут сказать? Мастера. А если вы постоянно вылетаете до зоны призов в турнирах, это не случайность. В другом видео мы разобрали 6 конкретных действий, которые это исправляют. Уже на канале. Не покидаем матч и смотрим еще одну раздачу. И снова у Алекса неизвестная рука, но теперь он без позиций, то есть на большом блайнде. Буавен открывается с разномастными королем и пятеркой. Фоксен кол. На флопе у бельгийца вторая пара. Он ставит полпота и получает кол. Терн дает Томасу допер. Но вот масть. Как и в первой раздаче, у соперника возможные флеши. В широких спектрах это пока не повод для паники. Только рисковать он не решается и чекает следом. Это не обязательный вариант. Ставка также была бы приемлема. Похоже, что Буавен не хочет подставляться под чек-рейс от агрессивного оппонента или готовит ему ловушку, подначивая на блеф. Шестерка не в масть и не совсем бланк, если помнить о том, что в хедзапе возможны почти все стартовые руки, в том числе 4-3, но их доля совсем небольшая. Фоксен ставит четверть пота. Буавен, вероятно, воспринимает такую ставку как блокбет со слабой комбинацией и рейзит. Теперь его допер выглядит почти нацем. Вот только не тут-то было. А Алекс перекручивает дальше. Итак, что делать в ответ на 3-бет? Кол или пас? Пишите в комментариях. Зададим себе те же вопросы, что и в прошлой раздаче. Может ли Алекс блефовать? Естественно, даже не обсуждается. И да, даже в ответ на рейс такой профи, как он, найдет сбалансированные блефы. Но балансированность подразумевает и то, что у него немало рук сильнее, чем допер. Так достаточно ли силен этот самый допер до кола? Да, считает Томас и уравнивает. Зрители и солверы рукоплещут и поздравляют его с победой. Алекс действительно нашел очередной классный блеф с разномастными 5-3. Тройка, блокер к нижним стритам и одновременно с тем к флешам, а пятерка блокирует сеты и доперы. Отличная игра от обоих игроков. Напоследок вернемся в казино Хаслер. За столом Алан Китинг, звездный хайроллер, специализирующийся исключительно на кэше. Оппонирует ему Брэндон Стивен, довольно интересная личность. Это бизнесмен, который начал играть в покер, по его же признанию, для стимулирования мозговой активности. Видно, разогнал он свой мозг действительно неплохо. В 2010 году он добрался до 10-го места в главном событии мировой серии. То есть ему не хватило одного шага, чтобы попасть за финальный стол. Правда, Брэндон настолько увлекся покером, что 5 лет назад угодил под уголовное преследование за организацию частных игр и выплатил огромный штраф. Но это другая история. Итак, Брэндон открывается с одномастными тузом и пятеркой. На большом блайнде калирует Ник Эйрбол с королем и валетом. Китинг с неизвестной рукой уравнивает на страдле.
Брэндон попадает в топ-пару на спаренной доске и ставит конт-бет в полпота. Эйрбол, фолд. Кейтинг, кол. Терн, еще одна четверка. Брэндон может выдохнуть. Возможные трипсы, а не со всеми руками этого типа Китинг рейзил бы на флопе, пропали из спектра соперника. Остались лишь совсем редкие каре, оверкарты и карманки. И здесь Аллен перехватывает инициативу и донк-бетит. На таком терне это довольно необычное явление, ведь диапазон Китинга капнут на топовые карманки, в отличие от спектра самого Брэндона. Тот подозрительно смотрит на британца и калирует. Дама на терне. Неприятная оверкарта, но на такой текстуре не увидеть оверкарту практически нереально. Китинг ставит треть от пота. Итак, кол или пас? Пишите в комментариях. Пожалуй, при таком сайзинге ответ очевиден. Бизнесмен калирует и проигрывает карманным восьмеркам. Хитрый Аллен неспроста использовал донк-бет на терне. Он всего лишь проверил свое положение, ведь с сильными карманками соперник просто обязан рейзить с фулл-хаусом на такой текстуре. Сильными карманками мы здесь считаем весь Бродвей от десяток до тузов. И после кола от бывшего агрессора восьмерки Аллена резко перекочевали из категории блеф-кетчера в убедительное value. И дама на ривере мало что изменила, поэтому он последовательно добирает блок-бетом. Здорово сыграно. Но мог ли отскочить Брэндон? Едва ли. Хотя в линии Китинга просматриваются как раз карманки старше, тот запросто может блефовать. Так что да, его пятерка – обязательный блеф-кетчер против широкого диапазона ставки соперника. Смотрите прошлый выпуск «Кол или пас». Сможете прочитать оппонентов в этих раздачах. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Пока!